Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 18 января, четверг. Как всегда, последние новости. Хочу начать с позитива, как всегда. В нашем лагере осторожных оптимистов прибыло. И в качестве одного из участников новых неожиданно оказался спикер Палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон. Уж кого-кого в ближайшее время, но его я не ожидал. Однако по порядку. В Белом доме прошло совещание между президентом Байденом и группой представителей Сената и Палаты представителей, которые в последние недели вели переговоры о пакете помощи Украине, который, как вы знаете, связан с вопросом о укреплении границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Переговоры прошли на позитивной ноте, и после их окончания каждый практически из представителей этой группы высказался весьма позитивно. Самым позитивным оптимистом оказался лидер республиканского меньшинства Сената, сенатор Митч МакКоннелл, который сказал, что он ожидает уже на следующей неделе, это самый оптимистичный вариант, голосования по пакету помощи Украине. То есть это самое смелое заявление, которое я ожидал за последние месяца 3 как минимум, а может быть и больше. То есть всегда оно где-то там было на очень-очень отдаленной перспективе. Причем Митч МакКоннелл, он не мальчик какой-то, это весьма преклонного возраста человек, который заканчивает свою политическую карьеру. Как я сказал, он республиканец, старейший член республиканской партии, один из лидеров Сената. Ему нечего терять, поскольку он заканчивает политическую карьеру. Ему не надо оглядываться на Трампа, ему не надо оглядываться на МАГА, поэтому он рубит правду матку. Итак, по его словам, ожидается, что это случится, голосование случится уже на следующей неделе. Менее оптимистично, то есть более, я бы сказал, не то, что менее оптимистично, а более дипломатично высказался сенатор Шумер, большой друг Украины, предки, выходцы из Украины, который сказал, что впервые за последние месяцы он может высказаться оптимистично, в том смысле, что существует больше 50% шансов о том, что помощь Украине будет утверждена. Он не сказал, когда, но можно было понять, что это произойдет в течение ближайших нескольких недель. В всяком случае, все, которые высказывались, дальше самого начала марта месяца никто не высказывался. То есть самым осторожным оптимистом оказался председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей МакКоннелл, который сказал, что уж точно это будет проголосовано до 8 марта. Почему до 8 марта? Потому что вот к концу этой недели наконец-то должно быть принято решение, проголосован вопрос о бюджете Соединенных Штатов на текущий финансовый год, который идет уже с 1 октября, и все время он на временных, так сказать, продлениях, на временных резолюциях держится. То есть последний дедлайн – это 8 марта. Ну, а ближайший дедлайн – это уже 19 января, то есть совсем уже завтра, то есть по идее завтра или послезавтра, в крайнем случае, должны проголосовать за первую часть этого голосования. И затем тут же приступают к вопросу о пакете помощи Украине, ну и всего того, что там заложено. Там, как вы помните, заложена еще помощь Израилю, помощь Тайваню, ну и вопрос о укреплении границ. Что можно сказать по этому поводу? Значит, наконец-то было зафиксировано высказыванием того же Майка Джонсона, который сказал, мы должны настаивать на том, что граница должна быть главным приоритетом, но мы понимаем, что есть опасения по поводу безопасности, защиты и суверенитета Украины. Надо сказать, что в ходе этой встречи
помощник по национальной безопасности Байдена Салливан зачитал и продемонстрировал присутствующим список тех видов вооружений, главным образом боеприпасов. Туда входили ракеты-перехватчики, системы ПВО, артиллерийские снаряды, ну и некоторые другие виды вооружения, которые практически заканчиваются у ВСУ. То есть ждать уже дальше, играться в политические игры некуда. Нужно принимать эти решения. Ну и обе стороны, как представляется, готовы к этому. Ну, начнем с президента Байдена. То есть, вы помните, когда начиналась вот эта вся эпопея, и когда республиканцы выставили фактически ультиматум, я вам сказал, что для того, чтобы добиться утверждения пакета помощи Украине, Байдену придется принять ультиматум. То есть, вот просто принять ультиматум и все. И все это дело, и все к этому и идет. И тут надо иметь в виду, что Байден, для него вопрос о иммиграции всегда был десятым. Он всегда занимался внешней политикой, сколько он за время своей 50-летней карьеры. И за время, когда он был вице-президентом при Обаме, он занимался иммиграцией, но только в виде дипломатической деятельности. То есть он посещал страны, из которых Латинской Америки, главным образом, откуда идет основной поток иммигрантов, вел переговоры о том, что могут сделать Соединенные Штаты, там, создать рабочие места, или дать денег, или еще что-нибудь так сделать, чтобы ослабить поток этой миграции. Но он никогда не занимался миграцией с точки зрения внутренней политики. Единственный раз было дело, когда он предложил, это, по-моему, было еще при Обаме, президент Обаме, он предложил легализовать 11 миллионов иммигрантов, которые долгое время, по-моему, более 5 или около 10 лет находились и работали уже на территории Соединенных Штатов, просто их легализовать и все. Это вопрос о эмиграции был вопросом острой борьбы между демократами и республиканцами, между Байденом и Трампом. И поэтому вот неуступчивость Байдена по этому вопросу вот в последние месяцы в связи с пакетом помощи Украине, она объяснялась главным образом тем, что, опять же, он идет на выборы против Трампа, как ожидается. Ну и республиканцы настаивают на принятии тех условий, которые были при Трампе. То есть, ну, как-то тут не камильфо, вы понимаете. Накануне президентских баталий принимать фактически то, что было принято во время администрации Трампа. С другой стороны, последние опросы общественного мнения показали, что около 60, ну более 60% американцев считают, а точнее 63%, считают, что необходимо ужесточить иммиграционную политику и прежде всего на южной границе. То есть, ежели теперь принимается вот то, на чем настаивают республиканцы, то, по мнению представителей Белого дома, это повысит рейтинг Байдена, в том числе вот в ходе предстоящих выборных баталий против Трампа. Ну и что еще? Что касается теперь что касается республиканцев. Как предупредил Митч МакКоннелл, республиканцы должны иметь в виду, что если они серьезно настроены по поводу иммиграции и тех реформ, и тех мер, которые сейчас обсуждаются, лучшего шанса, чем сейчас, у них не будет. Никогда, как сказал МакКоннелл. Потому что если представить, что будет республиканец-президент, и обе палаты Конгресса будут республиканцами, то у них будет меньше шансов принять этот закон, чем сейчас. Почему? Да потому что для этого закона надо 60 голосов набрать в Сенате, допустим. И такого преимущества у республиканцев 16 мест не будет никогда, даже в самом буйном воображении. То есть всегда надо будет голосовать демократов. И больше, чем то, чего могут республиканцы добиться от демократов сейчас, они никогда не получат. Поэтому, сказал МакКоннелл своим соратникам по партии, соглашайтесь, принимайте, это ваш золотой шанс. Единственное, что там осталось, вот этот parole. Parole, то есть это правило, это право правительства Соединенных Штатов Америки
давать временное право на проживание в США или временное убежище людям, которые не могут, у которых нет основания для получения политического убежища, скажем так. То есть он не доказал. Ну, вот я должен сказать, что украинцы, большое их число, которые были приняты с начала полномасштабной агрессии России на территорию США, вот все они обычно, все они получили здесь право на временное проживание на основании вот этого парола. То есть это вот самое такое считается гуманитарное, когда людям, ну, действительно грозят серьезные опасности, их нужно реально спасать. Или от войны, или от какой-то там эпидемии, или каких-то стихийных бедствий и так далее. Ну, там немножко шумят прогрессивные демократы и так далее, но я думаю, что в Белом доме просчитали, сколько расклад голосов, который может быть в обеих палатах по этому вопросу. Поэтому есть надежда, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен. Ну и складывающаяся ситуация вообще, она свидетельствует о том, что если он будет решен, то все может быть лучше, чем было до этого. И я понимаю, то есть не надо мне даже говорить, что здесь люди погибают, всем это понятно, всем известно, но от того, что мы будем причитать все время, это ничего не изменится. То есть мы должны с вами анализировать ситуацию, так сказать, с холодным рассудком, поскольку, опять-таки, причитание, обращение туда в пустоту, люди погибают, оно не помогает решению вопроса. Так, это просто форма экзальтации, не более того. То есть, ну а если исходить просто вот с точки зрения холодного рассудка на все это смотреть, то для Украины, в принципе, может сложиться ситуация лучше, чем сейчас. Что я имею в виду? Ну вот, например, то есть тот факт, что республиканцы сдвинули с мертвой точки, потому что Мага вот до последней недели она кричала, билась в истерике, что вообще никакой помощи Украине, даже не думайте пристегивать ее к вопросу о помощи. Их оказалось, что даже вопрос о границах их не интересует. Их интересует указание Трампа не цента Украине. А ему надо такая польза, потому что у него же дружбан Путин. Это вопрос его личных отношений с Путиным, не политики в интересах Соединенных Штатов Америки. Так вот, еще неделю назад я вам говорил, это дама по фамилии Тейлор Грин кричала, что если спикер поставит на голосование вопрос о помощи Украине, то его выкинут с его кресла, как выкинули предыдущего Маккарти. А вдруг вот сейчас тишина. Ничего не звучит, никаких возмущений с тех скамеек, где они сидят. Что произошло? Произошло вот все больше, я вам говорил об этом, а теперь вот эта мысль находит все больше обсуждения в различных социальных сетях между аналитиками, политиками и так далее. Это результаты праймерис в штате Айова, где там все писали в России, под фанфары выиграл Трамп. Да что значит он выиграл? Вот смотрите, я назову сейчас конкретные цифры. Значит, республиканцев всего в штате 718 тысяч, это избиратели республиканцев, а реально проголосовало 102 тысячи, то есть пришли голосовать всего 14% республиканцев. И, как оказалось, практически все это маговцы. Остальные, им было неинтересно, они воздержались. Причем имейте в виду, что Айова – это, по идее, должен быть их штат республиканцев, штат Трампа, поскольку это депрессивный район, сельскохозяйственный. Ну, депрессивный я имею в виду с той точки зрения, что там не бурлит развитие высочайших технологий. Это штат, из которого десятки тысяч людей с колледжным образованием, то есть высшим образованием, уехали, потому что не могут найти себе работу с высшим образованием. Там есть фермеры и есть реднеки, так вот, грубо говоря. То есть это 100% должен быть штат Трампа. И оказывается, что вот за него проголосовало примерно 56 тысяч голосов. То есть это 8% от республиканцев всего, которые зарегистрированы в штате, проголосовали за Трампа, и это
в основном только МАГА, что говорит о том, что МАГА по большому счету слаба, и Трамп, если он надеется только на МАГА, то это провал. Это провал. Повторяю, то есть это вам не Калифорния, это не штат Вирджиния, где преобладают там интеллектуалы, ученый мир там, и так далее. А это вот тот штат, который должен быть именно трамповский. То есть слухи и разговоры о его неминуемой победе оказались, ну так, немножко перефразируя Марка Твена, оказались слегка преувеличенными. И это меняет все. Я вам, кстати, говорил об этом, что реальное отношение к вопросу о помощи Украине в Конгрессе будет зависеть от того, какие шансы будут у президента, вернее, не президента, а кандидата в президенты Дональда Трампа. Потому что все эти республиканские, как оказалось, конгрессмены и сенаторы держат нос по ветру, не смотрят, значит, даже если они понимают, вот такие, как Майк Маккол, Майк Роджерс, это интеллектуалы, это рейганисты, республиканцы, это шефы комитета по иностранным делам, по делам вооруженных сил. Это люди за Украину. Но вот они как-то так притихли последние недели, и вдруг раз тебе заговорили, они уже оптимисты там и так далее. Вот что делает праймерис в штате Айова, который, по идее, должен был стать триумфом Трампа и МАГА. Оказалось все наоборот. И что из этого следует? Вот в журнале Foreign Affairs была статья некоторое время, несколько дней назад, под названием «Трамп уже меняет геополитику». То есть он еще не президент, а может быть и никогда не будет, но его фактор уже играет геополитику. И да, он играет. Написал эту статью Грэм Эллисон, очень известный ученый, специалист в области международных отношений, управления государством, работает профессором в Гарвардской школе Кеннеди. И он известен еще тем, что он изобрел или стал автором выражения ловушки Фукидида. То есть это значит, что в определенные моменты истории войны, большие войны становятся неизбежными. Это тогда, когда есть страна одна гегемон, которая давно уже является таковой, а ей на смену снизу поднимается новый дракон, который претендует на смену, то есть на первое место. И вот таким образом, то есть он это построил еще, почему Фукидид, это был древнегреческий военачальник, политик, и тогда соперничали Спарта и Афины. Спарта была сверху, Афины пытались ее снять, и стала неизбежной война. Вот так он сейчас рассматривает, когда выдвинул эту идею ловушки Фукидида, он рассматривает ситуацию между Соединенными Штатами и Китаем. Но, однако, ситуация уже изменилась. Китай уже как-то так пошел вниз, но тем не менее. Так вот, значит, он обратил внимание на то, что сам фактор возможности избрания Трампа, он приводит в шок и трепет фактически весь мир. И некоторые вещи очень позитивно происходят. Например, Западная Европа, страны НАТО, они поняли, что нужно, они вспоминают теперь, как говорила фрау Меркель, когда Трамп говорил: «Я в гробу видал ваше НАТО и выйду из него». И она тогда сказала, что нам надо защищать себя, видимо, своими силами. Наконец-то халява. Поняли, что с халявой надо заканчивать. И вы видите, я вам рассказываю, движение там происходит, осознание того, что надо увеличить свое ВПК там, и так далее, надо Украину вооружать. То есть масса позитивных явлений, которые, если бы не было Трампа, их бы и не было. То есть сидели бы и ждали, когда Соединенные Штаты отмусолят очередной пакет помощи, а Европа так бы отдыхала. А теперь, если Соединенные Штаты утверждают этот пакет помощи в 61 миллиард, и Европа, которая уже пообещала что-то, и которая запустила уже ВПК на полную мощность, тоже поспособствует укреплению мощи ВСУ, то это будет совсем другое дело. То есть мы сразу получим две кормушки, по большому счету. И произойдет ровно то, о чем писал
Писали британские аналитики из компании «Русь», я вам говорил, что идея состоит в том, чтобы в этом году Соединенные Штаты должны выложить эти деньги и взять все время финансирования на себя. В это время Западная Европа делает капиталовложения крупнейшие в развитие своего ВПК с тем, чтобы в следующем году Европа, то есть, полностью берет на себя бремя ответственности, ну не полностью, но в значительной степени, вот, на совершенно другом уровне. То есть речь идет о том, чтобы задавить Россию, в том числе в области производства вооружений, по количеству денег, которые будут брошены на это. И тут вот в этой же статье говорится о том, что фактор Трампа, если он проиграет, дай бог, чтобы это случилось, то сам факт его присутствия сейчас, он фактически меняет ситуацию в Европе, да и во всем мире, в более благоприятную сторону. Ну, для всего мира, так по большому счету, и в частности для Украины, потому что начинают в этой ситуации, когда перед собой видят такую черную дыру, как-то лучше чувствуется хорошее, доброе, позитивное. Его начинаешь больше, как сказать, если можно так сказать, больше ценить, да. Вот такая, господа, ситуация. Теперь, ну вот, допустим, Франция, да, вот один из примеров я взял. Сообщение буквально вчерашнее, нет, сегодняшнее сообщение. Ле Корню, министр обороны Франции, заявил, что Франция переводит свою ВПК и вообще свою экономику на военные рельсы, господа, как будто там война идет. Он отметил, что с начала агрессии российской полномасштабной против Украины производство ВПК ожило, потом взлетело вверх и продолжает туда лететь. И все так хорошо складывается, он говорит. Ну, во-первых, это новейшее, это производство высокотехнологичной продукции, в том числе на экспорт. Пример приводит самоходные установки «Цезарь», которых раньше производили, он насчитывал, сейчас я вам скажу, сколько. Раньше требовалось для производства одного «Цезаря» 13 месяцев, сейчас всего 15. Ну и для этого пришлось найти комплектующие. Самая длительная задача – пришлось найти работников, которых уже не было, уволены на пенсии и так далее. То есть модели меняются. Это очень выгодно для наших рабочих мест и влияние нашего французского ноу-хау во всем мире. Ну, конечно, это звучит цинично на фоне тех потерь, которые вынуждена нести Украина. Но, с другой стороны, если так остудить эмоции, наконец-то они поняли. То есть это западный мир, понимаете? Его надо заинтересовать в чем-то. Это так всегда было. Так было во время Первой мировой войны, так было во Второй мировой войне. Я вам говорил, что Британия – это англосаксы. Один брат Британия за ту помощь, которую в виде ленд-лиза она получила от старшего брата, или не старшего, большого брата Соединенных Штатов, она фактически отдала всю свою империю, то есть все колонии. Пришлось платить. Россия. Сегодня выступил министр иностранных дел Лавров, который отверг возможность переговоров с Соединенными Штатами по вопросу о ограничении стратегических наступательных вооружений. Почему сейчас? Дело в том, что несколько месяцев назад, это, по-моему, еще летом было прошлого года, Джейк Салливан написал письмо, передал в Москву по официальным каналам, естественно, это официальное письмо, о том, что предложил возобновить переговоры о ограничении стратегических наступательных вооружений. То есть это соглашение, которое было подписано еще в 2010 году Медведевым и Обамой, оно истекает в 2016 году, и надо что-то с ним делать. По этому соглашению установлены потолки для носителей, для боеголовок, и это соглашение было в пользу России, так по большому счету. Потому что если его нет, то есть надо сказать так, что даже в рамках этого соглашения, этих потолков, Россия пыхтела, кряхтела и не доводила
не могла довести, то ли технологии не было, то ли пупок надорвался, то есть она не могла довести количество своих боеголовок, носителей боеголовок до этих потолков. То есть сними, она и так не сможет. Убери эти потолки, ну, выше, вы знаете, выше крыши не прыгнешь. Что касается Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов, то они, наоборот, сдерживали себя, чтобы не перескочить через эти потолки. Если их убрать, то тут надо вспомнить Рейгана сейчас, расплюнуть американцам, взвинтить гонку вооружений, и с Рашей произойдет то, что произошло с Советским Союзом. Рухнет просто. Но, значит, американцы руководствовались несколько другими соображениями. Первое. Ну, поскольку идет война в Украине, Соединенные Штаты и НАТО помогают. Ну, там еще Путин грозился ядерными причиндалами, тряс. Вы знаете, да, в прошлом году еще было какое-то там опасение по этому поводу, а вдруг он не шутит. Короче говоря, лучше, не доводя, чтобы не доводить дело до ядерной катастрофы, давайте будем вести переговоры. То есть Америка будет помогать Украине, как она помогала, а одновременно будем вести переговоры по контролю над ядерными вооружениями, чтобы не допустить их использования в ходе этой войны. С другой стороны, американцы хотели узнать, а что же там есть на самом деле? Ведь Путин грозился этими ядерными причиндалами, но их никто не видел с 2020 года, поскольку, согласно этому договору о СТАРТ, каждая сторона регулярно имела право запросить другую о проведении инспекции, указать, что хотят, какую дислокацию, какой объект посетить и буквально там его потрогать, посмотреть, что это такое. А мордорианцы в последнее время грозились всякими там кракозябрами невиданными уничтожить Америку. Ну, вы слышали эти все хохмы. Американцы хотели посмотреть, а что ж там есть. То есть И нужно было это все возобновить, эти переговоры, чтобы возобновить эти инспекции. Американцы готовы были показывать, что есть у них. Потому что то, что у них есть, то, что они декларируют, это реально. А вот Раша оказалась, ну, ни в какую. То есть с 2020 года, когда они начали орать о том, что у них чудо-оружие там всякое появляется, американцы не могли это проверить. То есть вот он еще где блеф, понимаете? Но сейчас вот, не знаю почему, но Лавров гневно ответил на то письмо, которое несколько месяцев назад, американцы о нем уже забыли, и начал кричать, что нет, мы не позволим, мы не поступимся. То есть Америка считает нас своим врагом, Америка помогает оружием воевать в Украине против нас. Какие могут быть переговоры? Ну, то есть разговор о том, что если вы хотите переговоров, то, значит, заканчивайте помощь Украине. Но тут опять хватанули, просто я им удивляюсь. Даже в Советском Союзе он был далеко не идеален, хотя там школа дипломатии была, куда там связь с российской. И блефовать умели, но все-таки блефовали таким образом, чтобы это не выглядело комедийно, понимаете? А сейчас это похоже на комедию, потому что, ну окей, вы не хотите вести переговоры, возобновлять. Ну ладно, вот сейчас закончится этот договор, и американцы взвинтят наконец-то эту гонку вооружений, это для них стоит ерунда, фактически ерунда, по сравнению с тем, во что это обойдется России. Да и в плане технологий то же самое. И все. И Бобик и сдох. Ну вот они вот так вот ходят со своим блефом, буквально по краю пропасти воржи. И о завтрашнем дне практически не думают. А в это время в той же Раше, согласно информации американских изданий, ну, в частности, Блумберга, Россия исчерпала почти половину ликвидных резервов в своем фонде национального благосостояния, обескровив деньги, то есть выбросив деньги на войну в Украине. Ликвидные резервы – это то, что можно быстро превратить в деньги, если это понадобится. То есть это облигации, вот, ценные бумаги, неликвидные – это, допустим, там, инвестиции в какое-нибудь здание большое, которое там не так просто продать. Так вот, за период с конца января, ну, то есть с февраля 2022 года по конец декабря 2023 года объем ликвидных активов в Российском фонде национального благосостояния рухнула на 44%. То есть кубышка, она
Сколько было там стенаний, что вот за прошлый год у них там 500 миллиардов нефтяных денег. Где они? 44 на 44% кубышка опустела. А общие, то есть это только ликвидных, это то, что можно быстро превратить в деньги. Это не фантики. А вот если брать все плюс фантики, ликвидные плюс фантики, то общий объем активов упал на 12% за то же самое время. Это по данным Блумберга. Ну и, как оценивают специалисты Блумберга, этих денег ликвидных в фонде может хватить еще на год или на 2, если цена на нефть экспортная российская упадет ниже $50 за баррель. Вообще оценка вот того, что произошло, свидетельствует о том, то есть куда эти деньги ушли. Они ушли на военную экономику. Государство стимулирует развитие ВПК, оно производит то, что произвело, и оно уничтожается на поле боя. То есть это такая самая экономика самопожирающая. Вот она была, произвели его, и вот ее завтра нет. Уничтожена какой-нибудь самоходной установкой украинской или ракетами Patriot. Кроме того, в 2023 году около 3 триллионов рублей из этого фонда было использовано для покрытия дыры в бюджете, которая образовалась в результате использования, в результате резкого увеличения расходов на военные цели. То есть вот война в Украине к чему этому привела. И здесь пишется, что хотя российская экономика кажется устойчивой, ей, тем не менее, приходится иметь дело с целым рядом ограничений, санкций и со слабыми мировыми ценами на нефть, которые за последние 12 месяцев упали на 10%. То есть за вот последние 10 месяцев российская экспортная нефть марки Urals котировалась, экспортировалась в средней цене примерно $63 за баррель. Это на 17% меньше, чем год назад. То есть крики о том, что Раша продает по мировым ценам, как все остальные нормальные государства, это тоже оказалось путинской пропагандой. Вообще надо сказать, что по данным американских, британских, даже китайских источников, главные показатели экономики, торговли в России, которые могут показать реальное состояние российской экономики, они засекречены уже давно. То есть только то, чем можно блефануть и скрыть реальное положение дел. Вот это они публикуют, но не более того. Поэтому, значит, продолжает Блумберг, очень важна вот эта цена на нефть. А вы помните, еще в самом начале войны я вам рассказывал о идее одного из американских аналитиков, что для того, чтобы успешно воевать, то есть чтобы все не рухнуло для Украины и ее западных союзников, цена на нефть должна находиться ниже $100 за баррель. И она держится. Все к этому пришло. И сделали это. То есть получается для России $63. Но ей важно больше поднять. А для этого самый легкий путь – это вот то, что происходит на Ближнем Востоке. Это война. Это война. И вот как пишет, дипломатично пишет Блумберг, если цены на нефть продолжит игнорировать риски перебоев, связанных с войной на Ближнем Востоке, то есть между Израилем и Хамасом, то оставшихся ликвидных средств Фонда национального благосостояния, их уровень будет стабильно снижаться, делая Россию все более уязвимой к потрясению, пишет Блумберг. Из чего мы делаем вывод, господа, с вами, что война Хамаса против Израиля – это кровный интерес России, Кремля, Путина. Вот кто стоит за всем этим делом. И мы на это реагировали и это отмечали с самого начала террористической акции или нападения Хамас на Израиль 7 октября. Ну, еще интересная информация. То есть Россия вообще не дни или недели позора происходят. Над Россией, над Путиным надругались лучшие друзья из Китая, китайцы, с которыми у России дружба без границ, без потолков там и так далее.
Но дружба дошла до того, что китайские... До презрения. То есть китайцы все больше понимают, что это бобик. Это неравноправный партнер. Это тот, который валяется у твоих ног, распластавшийся, как когда-то русские князья, для того, чтобы стать главными на территории, то есть по сравнению с другими княжествами, другими князьями, для того, чтобы им поручили собирать налоги с соседей. Они вползали в шатер к великому хану, лизали ему, значит, подметки там, и так далее. Ну вот такой характер отношений происходит, и китайцы начинают это даже не скрывать. Да, китайский военный журнал прошелся по поводу так называемого чуда гиперзвукового оружия Российской Федерации под названием «Кинжал». И статья называется так: «Россия лгала о гиперзвуковом кинжале». Значит, китайский журнал называется Ordnance Science and Technology, что в переводе обозначает артиллерийская наука и технология. Подробно, как разбирается, что такое кинжал, что полностью противоречит официальным заявлениям Путина, который еще с 2018 года говорил, что это чудо-оружие. Нет аналогов. Так вот, оказывается, аналоги есть с 50-х годов, когда такие же ракеты появились у Соединенных Штатов Америки. Дальше журнал продолжает, что этот кинжал – это своего рода модификация Искандер-М. Это тот же Искандер-М, только запускаемый с воздуха. И ничего там совершенно нового нет. Никаких там маневров нет. А без гиперзвуковое оружие, без маневренности, это не гиперзвуковое оружие, потому что любая баллистическая ракета на последней траектории падающая, она развивает эту гиперзвуковую скорость. Вот как изобрели эти ракеты баллистические, вот тут же появились гипероружия на последнем, так сказать, отрезке траектории своего полета. А гиперзвуковое оружие, как считают американцы, вообще в странах Запада, это то оружие, которое должно летать, то есть ракета, которая должна летать со скоростью не меньше 5 махов и реально маневрировать при этом. Таким образом, китайцы посмеялись, вот сказали, что это не более чем баллистическая ракета воздушного базирования, и что Путин врал с 2018 года, когда он говорил, что это все фигня. Китайцы признали, что это не имеющее аналогов оружие «Кинжал» было сбито в первый раз украинскими вооруженными силами еще 4 мая прошлого года ракетой Patriot PAC-3. А затем еще несколько сбитий было, несколько поражений успешных. И это закономерно. То есть вот журнал прямо подчеркивает очевидную неспособность этого оружия маневрировать на гиперзвуковых скоростях. И поэтому и происходит поражение этой ракеты, чудо-оружие без аналогов, американскими системами, которые были изобретены еще в 70-х годах прошлого века. Это не более чем баллистическая ракета воздушного базирования. Ну и наконец-то, да, вот американские такие же ракеты были изобретены под названием Skybolt еще в 50-х годах. Но почему их нет на вооружении? То есть американцы могут хоть завтра поставить, и британцы могут, французы, хоть завтра поставить такое чудо-оружие. А дело в том, что когда летит баллистическая ракета, тут же опасность, что она ядерная, понимаете? Вот летит оттуда, скажем так, через Аляску, летит на территорию Соединенных Штатов. Вот такое чудо, да? И если эта траектория показывает, что это баллистическая ракета, ну тогда все, тогда атака на Соединенные Штаты, упреждающий удар, ядерная война. А если вот такая же ракета, но запущена с самолета, то ее трудно отличить от баллистической ракеты, понимаете? Цель, вот как говорят на экранах, она будет примерно одна и та же. И очень легко перепутать и принять баллистическую ракету воздушного базирования, которая не должна быть ядерной, за баллистическую ракету, которая с ядерной боеголовкой. И таким образом это резко усиливает опасность ядерной войны. И поэтому Соединенные Штаты и НАТО отказались от этих ракет
дабы снизить порог опасности. Отмороженные орки, вот эти сильные, но легкие карлики, им это пофиг, вот эти соображения опасности случайного возникновения ядерной войны. Ну и от отчаяния, что ну нельзя, нет у них реально ничего нового, никаких технологий. Поэтому вот берется то, что с 50-х годов существует в принципе, покрасят их, установят вместо пусковых наземных установок, прицепят к самолету, и вот вам не имеющее аналогов оружия. Поэтому Лавров сегодня и бился темечком об стол и кричал, что нет никаких возобновлений переговоров по вопросу «Старт», потому что эти переговоры, возобновление, открыли бы возобновление инспекции на местах. И вот это чудо-оружие сразу стало бы ясно, то ли оно реальное, то ли оно просто перекрашенное старое, то ли просто боеголовки с папье-маше. Как мне говорили вот о тех боеголовках в шутку, которые якобы, по словам Лукашенко, недавно закончили их развертывание в Беларуси. Что еще у нас, господа? Масса интересных информации. Вот еще интересно, я вам хотел сказать. Орбан, ну шельма, ну прохиндей. Китайские средства массовой информации сообщают, что Венгрия становится крупным хабом китайского автомобилестроения в Европе, в самом сердце Европы. Компания BYD, которая буквально вот несколько недель назад перехватила пальму первенства в области электромобилей у компании Tesla, планирует построить завод в Венгрии на самой границе с Сербией. Евросоюз бьет в тревогу. Китайская угроза, понимаете? То есть мало того, что он снюхался уже с Рашей, теперь он еще хочет снюхаться, я имею в виду Орбан, с Соединенными Штатами Америки. И это страна, которой Евросоюз выплачивает миллиарды, в последнее время тормозит, но 11 миллиардов еще в подвешенном состоянии, еще не выплатили. Он теперь торгуется, как бы получить, наверное, будет пытаться обменять 50 миллиардов на помощь Украине на те 11 миллиардов, которые Евросоюз, как он считает, должны ему выплатить. И вот эта шельма, значит, он теперь будет агентом и Кремля, и Пекина в самом центре Европы. И я думаю, что после того, как он станет еще и пекинским агентом, то есть наглость его возрастет во 100 крат. Просто во 100 крат. И то есть, таких союзников лучше иметь открытых врагов, чем таких союзников. С ним что-то нужно делать. И у меня такое впечатление, что в Евросоюзе уже нашли решение этого вопроса. Так вот, завод будет построен в городе или населенном пункте Сегеш. Это на границе Венгрии и Сербии. Там же будет за китайские деньги построено между двумя столицами двух стран. Сербия, второй дружок Путина. Будет построена сверхскоростная железнодорожная магистраль, что тоже вызывает озабоченность Евросоюза. А она будет идти в греческий порт Пирей. Таким образом, значит, что дело получается? Вот такая картина получается, что Путин продает Пекину своих друзей, тот форпост, который он уже имеет, площадку, трамплин, который он уже имеет в Европе, он теперь передает его товарищу Си для эксплуатации. И таким образом вот возникает, так сказать, предвестник раковой опухоли в составе Венгрия и Сербия в самом центре Европы. Значит, эта база, я сказал Сегеш, правильно, Сегет. Еще одна короткая интересная новость. Ну, вы знаете, что в Украине по предварительным оценкам якобы имеются крупные залежи лития, которое считается как бы чуть ли не золото сейчас, потому что является необходимым элементом для производства литиевых батарей, а это энергетическая революция, это те же самые электромобили и так далее. Кстати, Китай, буквально вот свежая информация, китайцы изобрели батарейку величиной с монету
10 центов. Ну, то есть такая батарейка, которая применяется в мельчайших электроприборах. Так вот, если ее использовать для смартфонов, айфона, то срок ее действия бесконечен. Бесконечен. Ее также можно использовать для запуска, для приведения в действие небольших дронов. Ну и там тоже срок ее действия будет измеряться большим количеством часов. То есть это будет буквально прорыв. Сейчас она маленькая, но она будет становиться все больше и больше. Говорят, это будет революция, просто революция. На что Китай рассчитывает стать лидером в области вот этих новейших батареек. Так вот, что касается этих батареек, Китай открыты залежи лития. Запасов там исчисляется около 1 миллиона тонн. Это много, потому что лития немного нужно небольшое количество нужно для батареек. И что из этого следует? Значит, у Китая 7% мировых запасов лития, но перерабатывает он примерно 25% производит из вот этого, значит, сырья, производит примерно 25% мирового производства этого лития и значительную часть импортирует. Поэтому любые залежи лития по всему миру, даже в самых горячих точках, такие как, допустим, Афганистан, представляют для Пекина очень большой интерес. И, в частности, я имею в виду, они наверняка имеют в виду наличие этого материала, этих залежей лития в Украине. Вот, собственно говоря, господа, что я вам хотел рассказать в сегодняшнем выпуске. Я думаю, что наша позиция осторожного оптимизма оправдана, то есть лед тронулся, теперь это действительно, мы говорили об этом как, так сказать, признаках того, что он тронулся, но теперь мы видим, что это происходит действительно так из заявлений лидеров обеих партий в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Ну и вообще, то есть вот это напряженный, действительно переломный момент, точка перелома. И есть и надежда, что она переломится в ту сторону, которая будет благоприятна для Украины в конечном итоге. Вот на этом позвольте закончить, дорогие друзья, сегодняшний выпуск. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу.